Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Насыщенный марафон показов недели моды в Париже открывает бренд Christian Dior, традиционно устроив грандиозную презентацию коллекции осень-зима 2025-2026. Несмотря на многочисленные разговоры об уходе Марии Грации Кюри с поста креативного директора, она остается на должности и продолжает творить историю дома. Отмахиваясь от слухов, как от пылинок с лацкана пиджака, дизайнер задает творческой команде буквально стахановский темп работы и пытается превзойти себя в креативных решениях. Модное шоу больше напоминало театральную постановку с фантастическим содержанием. На подиуме словно запустили машину времени. Началом спектакля, со слов автора, послужил момент поэтического покоя, когда в полумраке девушка-модель располагается на качелях. В целом сценография шоу оказалась уж очень сюрреалистической, будто кто-то получил доступ к той самой машине времени, нажал слишком много кнопок одновременно и совершил аварийную посадку где-то в доисторической эпохе. Ледяные скалы, покрывающие подиум, парящие над сценой каменные глыбы и летающий птеродактиль, столбы дыма и потоки лавы, умелая игра со светом погрузили зрителей в мистическую атмосферу юрского периода. Хотя сама коллекция по содержанию колебалась скорее между барочным романом и шекспировской драмой. Ведь вдохновением к созданию образа модной линейки послужил экспериментальный роман «Орландо» британской писательницы Вирджинии Вульф. Опубликованный еще в 1928, он оказался тогда радикальным и совершенно новаторским. В его основе идея гендерной текучести и эволюции личности. Главный герой становится свидетелем смены нескольких эпох. Его жизнь растянулась более чем на 300 лет. Причем первую половину срока Орландо проживает мужчиной, а вторую – женщиной. Новая коллекция Dior в трактовке Кюри – это по сути о том, каким тебя видят и как ты себя чувствуешь. Здесь грубые элементы маскулинного гардероба сочетаются с нежным женственным кружевом, дополняются романтическими рюшами. Здесь прошлое встречается с настоящим и нет никаких строгих рамок, а лишь предложение самим решать, какой стиль ближе именно вам. Мария Грация обожает историю моды и всегда обращает внимание на то, как определенные вещи меняли свою форму на протяжении веков. Сегодня дизайнер представляет на подиуме современный взгляд на исторический костюм, в частности, на одежду из романа «Орландо». Кюри включает в линейку на осень жакет во всех его вариациях, от сюртука и дублета до фрака, бархатное пальто с необработанными краями и шорты из тафты, блузки из органзы и укороченные для большей динамики ажурные платья с кринолином. Необычно смотрится одежда из денима, покрытая рисунком по ткани в духе узоров викторианской эпохи. А тенденция на меховые изделия подана дизайнером в виде пушистой фактуры под овчину и в качестве отделки верхней одежды мехом горностая. Сейчас искусственным, конечно. Когда-то им украшали мантии королевских особ. Отдельно отмечу, наряды сопровождают немало съемных деталей, как воротник фреза, жабо, либо корсет. Все образы – это не строгая аксиома, а модульные конструкции, что подтверждает желание модельера подтолкнуть нас к модной импровизации. Взять для примера хотя бы корсет. Его удачно дополнили молнией, чтобы не заморачиваться со шнуровкой. Довольно харизматичный аксессуар внешне преобразит любой аутфит, выполнит роль стильного топа или широкого пояса. Отлично комбинируется с белой рубашкой, одной из ключевых вещей в гардеробе Dior. Этот микротренд с подиума наверняка подхватят в повседневной моде. Особенно эффектно и царственно рубашка с широкими манжетами будет смотреться с пальто-кейпом или жакетом. Есть еще несколько интересных деталей. Например, сапоги с облегающим ногу голенищем и оригинальным вырезом на мыске, а также легендарные футболки с надписью «Я обожаю Dior», дизайн которых в свое время представил Джон Гальяно. Захочется ли нам все это носить? Вопрос пока остается открытым. Свое мнение, друзья, вы всегда сможете озвучить в комментариях к видео. Модный дом Шанель. Коллекция легендарного французского бренда «Осень 2025, зима 2026» стала громким финальным аккордом в завершающий день показов недели моды в Париже. Пока мир замер в ожидании новой линейки от Матье Блази, любимца публики и бывшего художественного руководителя Bottega Veneta, разработкой нынешней коллекции занималась творческая команда. Сегодня креативная студия Chanel, взявшая на себя управление после ухода Вирджини Виар, преподнесла мастер-класс, как правильно сохранять ДНК великого бренда. Все началось уже с приглашения в виде коробки, обернутой черной атласной лентой и завязанной в элегантный бант. Данный знаковый элемент определил сценографию шоу,
А в модных образах это был не просто аксессуар. Он царил повсюду, задавая романтическое и даже поэтическое настроение будущей осени, балансируя на грани строгости и кокетства. Объемные, ажурные, плетеные, в технике трамплей, в форме ювелирных изделий, да, что-то давно мы с вами, друзья, не видели на подиуме такой концентрации бантов. Хотя черный бант всегда был одной из визитных карточек дома Шанель. Сама Габриэль любила носить его и как декор на платье, и как галстук-бабочку, и как украшение для волос. Нынче слаженная дизайнерская команда бренда в качестве главной идеи коллекции определяет эту простую, на первый взгляд, изящную ленту. Поэтому неудивительно, что в роли ключевого арт-объекта на модном шоу оказалась именно лента. Длиной в 368 метров, только, конечно же, не из черного атласа, а из металла, она деликатно окружила часть выставочного пространства и по спирали взметнулась к стеклянному куполу. Традиционная для бренда локация, Парижский дворец Гран-Пале, и ранее видел не менее грандиозные сооружения. Ракета, казино, супермаркет, парк развлечений с каруселью или пляж с бунгало и вышкой для спасателей. Даже был почти настоящий айсберг и приличная копия Эйфелевой башни. Но сегодня в центре внимания лента, которая то завязывается в декоративный бант, то извивается по одежде змейкой в виде контрастного принта. Помимо этого, хочу отметить такой важный прием в создании модного образа, как многослойность в союзе с оптической иллюзией. Многие луки дополняют прозрачные фактуры – тюль, органза. Они не только меняют характер наряда, но и диктуют визуально иные пропорции. До боли знакомые комплекты из твида легкая, почти невесомая ткань превращает то в очаровательное платье с воланами, то в накидку кип, то в дуэт нежной блузки и юбки макси. Твид, атласная лента, банты – это, конечно же, неизменные герои бренда. Но дом Шанель не был бы Шанель, если бы не включил в коллекцию жемчуг. Он сыграл не только ведущую роль в декоре одежды и в украшениях, но и стал конструктивной частью обуви, сменив традиционный каблук ботильонов на увеличенную в разы бусину-шар. Жемчужные ожерелья невероятных размеров явно намекали на вновь набирающую силу модную тенденцию, а именно склонность к максимализму в деталях. Чего только стоят бусы из громадных жемчужин, которые модели носили наискосок, словно выпускные ленты. К слову, одна из бусин в этом аксессуаре оказалась самой что ни на есть настоящей сумкой. И здесь мы вновь наблюдаем присутствие полярности трендов. Во всяком случае, сумочный ряд тому подтверждение. Помимо классики Шанель, сумки кроссбоди на ремешке-цепочке, еще найдется и мега-размера стеганый клатч, и вместительная сумка-портфель, есть необычный вариант в форме банта и популярная в этом сезоне удлиненная версия «Восток-Запад». Но самое главное, бренд вновь вводит моду на мини, а точнее на микросумки. Что хотелось бы сказать по итогу? Даже работая без официального художественного руководства, креативная команда дома очень старалась нам показать: Шанель умеет быть разной, роскошной, сдержанной, бунтарской, романтичной, но всегда узнаваемой. И пусть в новой осенне-зимней коллекции не было революции, а кто-то из критиков даже назвал ее твидовой хтонью, но давайте посмотрим на все это как на приятное воспоминание с приглашением заглянуть в будущее, элегантно оформленное атласной лентой. Я надеюсь, друзья, вы не забудете оценить видео лайком, поделиться своим мнением в комментариях и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Неделя моды в Париже. Элегантность, шик, роскошь. И вот там, среди блеска огней и шепота восхищения, бренд Miu Miu представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026», главная тема которой звучит как женственность без компромиссов. В этом сезоне мы хотели создать элегантность и красоту буквально из ничего, с помощью манипуляций с простыми обыденными вещами. Так комментирует модное творчество сама Миуча Прадо. Под простыми вещами сеньора, пожалуй, имела в виду разноцветные кардиганы и джемперы, олимпийки и кофточки с люрексом, кожаные и шерстяные юбки средней длины, а еще атласные комбинации и платья на пуговицах и резинках. В общем, все то, что без труда можно найти в любом секонд-хенде. Правда, теперь это называется модный винтаж. В предыдущих коллекциях бренда мы с вами, друзья, видели на подиуме юных бунтарок, шебутных девчонок, которые запросто миксуют спортивные вещи и одежду для офиса, пытаясь поймать и удержать тот самый идеальный баланс между работой и личной жизнью. Абсолютно везде успеть или, как говорится, усидеть на двух стульях одновременно.
Сегодня же главная героиня Миу-Миу определенно повзрослела, хотя по-прежнему носит вещи с привычной наивностью, делает это игриво, легко. Она не выбирает между чувственностью и властью, между интеллектом и красотой. Она принимает все свои стороны одновременно. Ей не важно, выглажено платье или помялось, подходит клетчатая юбка к яркому топу или нет. В ее философии одежда создана, чтобы просто носить в удовольствие, а не морочить голову и переживать по поводу внешнего вида. Хотя, конечно же, в гардеробе главной героини нет случайных вещей. Да и каждый наряд, чтобы смотреться действительно спонтанным, продуман до мелочей. Здесь винтажная атмосфера идеально сочетается с нынешними актуальными трендами. Перед нами такая себе леди в стиле ретро, охватившая моду разных эпох – 20-е, 50-е, 80-е, нулевые. Но все это в современном, дерзком и смелом звучании с полной свободой от стереотипов. Дизайнер в очередной раз показала, что женственность существует вне всяких клише. В стильных образах мы видим союз маскулинного и феминного кроя. Так в коллекции появились двубортные пальто и костюмы, брючные либо с юбкой из плотной войлочной шерсти. При этом их носили поверх трикотажного топа, под которым был явно заметен бюстгальтер пуля. Да, друзья, вы не ослышались, тот самый с чашками-конусами и на широких бретелях, который часто ассоциируют с образом Мадонны и творческими находками Жан-Поля Готье. Подобный ранее уже появился в весенней коллекции Dolce & Gabbana, а теперь эта вещь, вызвавшая у модной публики целую бурю обсуждений, есть и в линейке на осень под маркой Миу-Миу. Миуччо Прадо рекомендует надевать его под тонкий, облегающий фигуру трикотаж, то есть в лучших традициях Голливуда 50-х. А еще она добавила в аутфит роскошные меховые горжетки, теперь довольно длинные и с карманами для рук. Не менее шикарно смотрелись на моделях полушубки и меховые болеро. К винтажной теме напрямую отсылают жакеты и куртки из состаренной, местами потертой и будто изрядно заношенной, потрескавшейся кожи. Есть сумки с такой же бывалой фактурой и прочие аксессуары с историей, которые словно достали из прабабушкиного сундука. Массивные броши, серьги, браслеты, милые шляпки-клош в стиле ревущих 20-х и кроссовки уже где-то из 80-х. Особый штрих, который моментально подхватили в индустрии моды как самый стильный жест, это высокие трикотажные носки или гольфы с кристаллами в дуэте с туфлями а-ля Монки, классическими лодочками, либо с гибридной парой спортивной обуви. Хотя мне больше приглянулись демисезонные сапоги с облегающим многоголенищем гармошкой и декоративным ремешком. Отдельный разговор – цветовая палитра. Строгий графитовый, бежевый, классический черный, стабильный темно-синий, коричневый и вдруг вспышки яркого фиолетового, неоново-красного и зеленого, вкусного желтого и острого горчичного. Но мы видим здесь не просто оттенки, а взрывной микс ощущений, союз свежести и энергии, который в финале показа мягко оформили в пастельные нежные тона. Новая коллекция «Осень-зима Миу-Миу» – это своеобразная игра с модным гардеробом, но только не почти по правилам, а на своих собственных условиях. Смотрим, удивляемся, обсуждаем коллекцию в комментариях. Только не забываем нажать на пальчик вверх и подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Для меня всегда важна ваша, друзья, поддержка. Сегодня, мои дорогие, я расскажу вам о модном шоу, которое не просто прошло, а буквально пропело. Коллекция Dries Van Noten «Осень-зима» 2025-2026, представленная на неделе моды в Париже, это и опера, и драма, и чуть-чуть флирта с нашим прошлым. Но самое главное – это первый акт Джулиана Клаузнера в роли полноправного креативного директора. Скажу сразу, он в бренде не новичок. С 2018-го отвечал за женское направление. И вот в декабре 2024 было объявлено о его назначении на руководящий пост. Сам основатель одноименной марки, всеми любимый Dries Van Noten, решил, пришла пора уступить свое место молодому таланту. Хотя дизайнер планирует и далее участвовать в жизни модного дома, подключаться к работе над отдельными проектами. Однако, со слов кутюрье, конкретно любой из коллекций одежды его рука больше не коснется. Так что перед нами, друзья, результат творческой работы нового ведущего дизайнера бренда. Джулиан Клаузнер обещает нам, будет роскошно, будет немного странно и будет ох как красиво. Ну что ж, давайте посмотрим. На свой дебют он пригласил публику в один из самых известных и значимых театров не только во Франции, а и в мире. Это опера Гарнье.
Да, когда модный дом меняет режиссера, сцену тоже нужно выбрать соответствующую. Забудьте промышленные пространства из бетона или стальные индустриальные конструкции, что часто предпочитал Ван Нотен. Сегодня вы в храме культуры, где даже воздух ощущается как актер, готовый вступить в игру. Уже на входе, на ступенях дворца, вас окутывает упоительный аромат старинной бронзы, позолоты и канделябров. Но вот вы в зале, вокруг вас красные бархатные кресла, лепнина с античными масками, кованые балюстрады. Однако сегодня вы не зритель, вы актриса, вы прима балета. На эти несколько минут дизайнер пригласил вас не просто на модное шоу. Он предложил заглянуть за кулисы, прочувствовать на себе всю эту закулисную суету. На нее намекали в коллекции будто бы заготовленные под парик шапочки на моделях. А еще шнурки, которые заменяли то серьги, то ожерелья, то ремешки туфель на щиколотках. Контрастные по цвету, они выглядывали из рукавов, расположились по краю воротника, на лацканах пальто, либо соединяли полы жакета. Вы словно оказались на финальной примерке костюма перед большой премьерой. О чем говорит и само название новой линейки «За кулисами». Оно звучит как приглашение по-иному взглянуть на искусство. Здесь театр не только на сцене, но и внутри каждого наряда, в каждой складке, в бликах света, играющих на одежде. Вдохновением к созданию стильного гардероба на осень послужила коробка, похожая на сундук с сокровищами. В ней мама Джулиана хранила карнавальные костюмы. Пока другие бренды рассказывают нам о технологиях и будущем, Клаузнер вернулся в детство. Вспомните, наверняка в ранней юности вы не раз крутились у зеркала, надевали мамины платья и папины галстуки, чтобы поиграть во взрослых. А теперь представьте, вы выросли, стали дизайнером, и вам разрешили этим воспоминаниям нарядить всю оперу, дать возможность встретиться воображению с реальностью. В новой коллекции это хорошо ощущается в тканях. Джулиан играет с ними, управляет как дирижер оркестром. Вот жаккард с восточным узором, и вдруг бац, у вас уже сага. Вот сетка-кольчуга из бусин, элегантный кейп или наряд с искусной драпировкой, и вы уже не просто женщина, идущая в булочную за багетом. Вы прима-балерина. Пусть, возможно, уже и на пенсии. Коллекция как лоскутное одеяло эпох. Тут и пальто-бушлат, и брюки со штрипками. Есть юбка-саранг и пиджаки, стянутые широкими кожаными поясами-корсетами. Есть вещи из бархата, шелковые топы и теплые вязаные свитеры. А еще снуды, повязки, цветные платки. Одежда даже в статике здесь порой смотрится, как в свободном полете. Не последнюю роль сыграли в этом асимметричный крой, элементы будто на специально встроенной проволоке, цветные кристаллы и крупные пайетки, бахрома и декоративные кисточки, как на театральных шторах. Но главное – цветовая палитра, вобравшая в себя самое прекрасное от природы – глубокое и чарующее. Мы с вами знаем, друзья, Дрис Ван Нотен всегда считался лучшим художником фэшн-индустрии. Его преемник оказался в этом вопросе хорошим учеником. В модных образах мы видим все – от насыщенных оттенков драгоценных камней до балетных румян и драматического черного. Цвета наполняют коллекцию эмоциями, и они очень разные. От восторга «ах, как роскошно!» до опасения «куда я в этом пойду?» Или даже «ну вот, опять придется искать идеальный тон помады». Стоит отметить, Джулиан Клаузнер не создает одежду в виде музейных экспонатов. Она для жизни, может, для чуть более волшебной, чем обычно. Она и про шик, и про щемящую ностальгию, не столько про театральную помпезность, сколько про теплые воспоминания. Ведь за кулисами всегда живет наша история. Эта коллекция для вас, мои дорогие. Она как хорошая опера, с прекрасной оркестровкой, волнующей арией и долгими аплодисментами. Если, друзья, вы и дальше хотите путешествовать со мной по миру высокой моды, подписывайтесь на канал. С интересом жду ваши отзывы в комментариях. На неделе моды в Париже креативный директор дома Hermès Надежда Ванне-Цибульский представила публике коллекцию «Осень 2025, зима 2026», характер и главную идею которой автор определила уже в самом названии – «Кожаный денди». Да, все-таки есть в этом мире, несмотря ни на какие глобальные потрясения, что-то стабильное, устойчивое, без сумбурных, неожиданных провокаций и непредсказуемых событий. В фэшн-индустрии таковым можно назвать любой модный гардероб под маркой Hermès.
Еще не досмотрев показ до финала, уже точно знаешь, здесь было и будет много, очень много стильной кожаной одежды и таких же аксессуаров. За что лично мне нравится данный бренд, который, что важно, всегда уделяет большое внимание качеству исполнения, чтобы вещь служила нам не один сезон. Все, кто устал от повального засилия бесформенных объемных худи и малокомплементарных спортивных штанов, или кому не по вкусу показушный гламурный блеск пайеток, я думаю, обязательно добавят в список желанных обновок на осень пару-тройку нарядов Hermès с едва уловимой смесью подчеркнутой элегантности и легкой небрежности повседневного аутфита. Хотя помимо кожи, в Одне Цибульске сегодня активно используют трикотаж. Из него здесь сшиты боди, перчатки, топы. В целом линейка вязаных вещей исполнена отменно, лаконично, без украшательств и с учетом последних модных тенденций. Как, к примеру, повязанный на шею вместо шарфа свитер, кардиган, либо крепко стянутые в узел рукава трикотажной водолазки на талии. Есть прекрасный дуэт одежды без рукавов с высокими перчатками. Скажете, плечи мерзнут? Не беда. Накинем сверху кожаный тренч, либо шерстяное пальто. К слову, в новой коллекции изделий из шерсти представлено в немалом количестве. При просмотре видеоряда, друзья, рекомендую обратить внимание на прямые строгие брюки с наглаженными стрелками и юбки длиной чуть ниже колена. Мне приглянулась модель на запах и та, что с кожаной шнуровкой. Также дизайнер при создании модных нарядов делает акцент на стеганой ткани, которая, по ее мнению, хороша для пошива микрошорт, жилетов и кейпов. Но основная цель модельера была в желании объединить все фактуры в слаженный гармоничный союз, поэтому большая часть нынешнего гардероба – это комбинированные вещи. В результате шерстяное пальто обрело стеганые рукава и изнаночную сторону из кожи, а кожаная верхняя одежда наоборот, с изнанки из шерсти. А еще это контрастные декоративные окантовки, детали, пояса, карманы, манжеты, воротники. В отличие от общего повального увлечения фэшн-индустрии трендом на изделия из меха, в Одне Цибульске в данной ситуации проявила спокойствие и не ударилась в меховую эпопею, представив на шоу лишь несколько вариантов. Опять же комбинированных, где мех отлично сочетается как с кожаными материалами, так и с анонсированной в предыдущем осенне-зимнем сезоне прочной водоотталкивающей тканью. По цветовой палитре сегодня выбор невелик. Основной упор сделан на глубокий черный, землисто-серый и шоколадный. Темную гамму приятно дополнили светлые краски – песочный, молочно-белый, салатовый. Однако главное, ради чего модная публика стремится посетить очередной показ именитого французского дома – это аксессуары. В первую очередь, конечно же, сумки, на которых, собственно, и делает кассу бренд. Помимо легендарной Биркин, хочу отметить миниатюрную и не очень сумку-коробку, аккуратный саквояж, клатчи с золотым логотипом и все версии, сочетающие войлок и кожу. Что касается обуви, традиционно приоритет получили жокейские сапоги с заметно удлиненным мыском и броги на высоком каблуке. Пару слов напоследок о модной локации. Шоу устроили в центре Парижа в здании Республиканской гвардии с минималистичным сдержанным оформлением. Для акцента, чтобы лучше выделить каждую модель, был использован только направленный свет. Правда, не всем зрителям понравился стремительный темп дефиле, из-за которого иногда было сложно успеть уловить все детали коллекции. Но у вас, друзья, такая возможность теперь есть. И я надеюсь, вы не забудете оценить мой обзор лайком и поделиться мнением о коллекции Hermès в комментариях. Спасибо всем за поддержку канала. Гардероб романтичной аристократки Дом Клоэ представил в коллекции «Осень-зима 2025-2026» на неделе моды в Париже. Медленно, но верно, креативный директор Чимена Камалис сегодня продолжает выводить бренд в топы самых желанных и продаваемых. С ее приходом на руководящий пост каждая новая линейка образов именитой французской марки от души наполнена богемной эстетикой и тотально, основательно все больше заставляет нас влюбляться в бохо-шик. В нынешней коллекции Камале решила освежить наследие модного дома. Здесь снова чувствуются хиповые 70-е и маскулинные 80-е, тот период, когда брендом управлял Карл Лагерфельд. А также заметные хиты конца 90-х и смелые, неоднозначные нулевые, когда у руля стояла Стелла Маккартни и сменившая ее после Фиби Файло. Продолжая свое путешествие по архивам, начало которому было положено еще 3 сезона назад, Чимена, что похвально, не остается в прошлом. Напротив, она дарит новую жизнь культовым изделиям Клоэ, представляя нам романтику стиля бохо с современным дерзким акцентом. Модное действо организовали в парижском теннисном клубе, где зрители разместили на длинных простых скамейках из фанеры.
Модели выходили на подиум с бледно-зеленым ковровым покрытием, отражаясь в серебристо-зеркальных поверхностях стен и потолка. Шифоновые юбки в пол дизайнер представила нам в тандеме с гусарскими бархатными, кожаными, либо с кружевной отделкой жакетами. Полупрозрачные платья с рюшами с каскадом-воланом, похожие на домашние ночные рубашки, порой дополнял меховой шарф-воротник. Атласные комбинации роскошно смотрелись и в исполнении соло, и в паре со стеганым пальто, где отороченная мехом верхняя одежда уж очень напоминала царские одеяния и была признана модной публикой как лучший вариант для холодной поры. К слову, мех оказался в центре внимания не только на показе линейки Chloé. Пушистый тренд подхватили многие ведущие бренды, и выглядит часто он теперь не как дополнительный элемент, а как основной акцент, на котором в целом и строится весь образ. Одна из ярких актуальных тенденций – меховые хвосты, очаровательные помпоны, мохнатые брелоки. Ими сегодня Камали украсила одежду и сумки, закрепив пушистиков золотыми цепочками. Что правда, некоторые наряды, на мой взгляд, оказались уж слишком перегружены их количеством. Меховую отделку в качестве бонуса также получили тренчи и пальто из кожи. В гардеробе на осенне-зимний сезон они отлично рифмовались с топами в белевом стиле, с кожаными брюками либо с джинсами на заниженной талии и с аккуратным по низу брючиной разрезом. Еще одна выразительная деталь в модном гардеробе бренда – плечистые викторианские блузы, которые сразу же напомнили нам, что в резюме у Чимены есть строчка о работе в Сен-Лоран под начальством Энтони Ваккарелло. На подиуме эти чувственные, женственные вещи появились во второй части показа, ближе к финалу. С глубоким декольте, в насыщенном бронзово-шоколадном или в темном магическом фиолетовом цвете блузы были удачно стилизованы с длинными юбками из тонкой струящейся ткани пастельных тонов. Не меньший фурор произвели модели с пышными рукавами, с воротником-бантом, которые превосходно смотрелись как с макси, так и с черными мини. Тем более в паре с эффектным широким ремнем с массивными пряжками, что очень даже похоже на стиль эпохи 80-х. Не упустила дизайнер возможность включить в коллекцию кружевные наряды, часть которых, согласно популярному тренду, сопровождали юбки с кринолином. Что касается модных аксессуаров, массу положительных отзывов получили оригинальной формы украшения на тонких цепочках и стильной сумки с золотой фурнитурой, от объемных с обвесами в виде ключей и замков до мини-версии винтажного редикюля. Из обуви объектом желания модниц были названы легкие туфли-балетки с тонкими ремешками-застежками, сапоги в сливочном тоне с плотно облегающим ногу голенищем, еще замшевая модель на платформе и широком устойчивом каблуке, а также остроносые слинбеки в черной матовой коже. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? С приходом Камали на пост креативного директора для многих Chloé стал не просто брендом, а целым миром и образом жизни. Удивительным образом дизайнер всколыхнула дремавшую в нас любовь к популярному в прошлом стилю бохо. Коллекция получилась роскошной и по-настоящему парижской. Красивая и чувственная мода, сделанная женщиной для женщин. И я надеюсь, друзья, она заслужила на поставленный лайк. Дом моды Том Форд. Его основатель не раз называл создание женской одежды самым тяжелым и жестким бизнесом в мире. Однако это ничуть не мешало выходу в свет заметных, блистательных, стильных образов, настоящих хитов модной индустрии. Вот и сегодня в рамках недели моды в Париже бренд представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026», которая незамеченной точно не останется. Чтобы ощутить всю атмосферу показа, давайте, друзья, попробуем представить себя в центре модной французской столицы, на одной из закрытых локаций Вандомской площади. Здесь, в полутемном пространстве с огромными зеркалами, мягкими креслами, где в воздухе витает аромат сухого мартини и дорогого парфюма, состоялось знаковое для модного дома событие. И нет, это совсем не возвращение легендарного Тома Форда. Это творческий взлет его преемника Хайдера Акермана, нового креативного директора, которому основатель бренда доверил свое детище и который в мире фэшн-искусства фигура совсем не случайная. Дизайнеру многие пророчили успешную карьеру в Шанель. Кто-то мечтал увидеть его в Армани, а он оказался у Форда. И вот вопрос, сможет ли этот тонкий романтик с его хладноватой и слегка отстраненной, даже инопланетной эстетикой, известной любовью к сложным силуэтам и цветовым комбинациям, вдохнуть активную жизнь в бренд, который последние годы слегка застрял в собственном зеркале тщеславия. Судя по дебюту, да, и еще как триумфально. Главная тема шоу – соблазнительная чувственность.
без дешевых уловок и уж точно без откровенной вульгарщины. Если Том Форд – это раскрепощенность, сверкающий гламур, сексуальность, то Хайдер – это про игру взглядов, паузу и намек. Акерман не стал прятаться за цитатами из архива. В коллекции нет прямых отсылок к прошлому, но многое соответствует настроению и духу бренда. Модный гардероб на предстоящий сезон дизайнер строит на контрастах. Показ условно можно разбить на две части, где первая выполнена в черно-белых тонах, а вторая удивит калейдоскопом оттенков. От кислотно-желтого, зеленого и ледяного-голубого до свежего мятного и нежной сирени. От карамельного и верблюжьего до глубокого винного и шоколадного. Начало шоу почти аскетическое. Монохром, кожа, строгие линии. Хайдер выпустил на подиум мотоциклетные куртки, кожаные топы, тренчи, пальто, брюки с заниженной талией, а еще трикотажные платья в пол в паре с перчатками и геометрической формы массивными браслетами. Следом элегантный смокинг и вдруг толстовка в дуэте с шелковой юбкой, что будто случайно соскользнула на бедра. При дальнейшем просмотре, мои дорогие, рекомендую не пропустить потрясающей красоты и кроек кипенно-белый костюм с изящно подвернутыми манжетами на рукавах жакета, которые небрежно застегнули с помощью булавки. К слову, нынешней осенью самая модная фишка. Из ярких акцентов в женском образе – красная помада, солнцезащитные очки в стиле 90-х, плоская сумка-портфель, аккуратный клатч. Главная героиня коллекции может запросто утром вести деловые переговоры, а вечером отправиться в джаз-клуб. В ее модных образах чувство баланса между строгостью и соблазном осталось центральным. Все, как полагал и сам Том Форд. Одежда должна быть одновременно броней и приглашением. Это более точно отражено во второй части показа, где каждый очередной наряд вспыхивал на подиуме как эмоция, меняя настроение от холодного равнодушия до страсти. Ультравысокие разрезы, глубокие декольте, бахрома, неоновая гамма оттенков, сверкающие в лучах софитов брючные костюмы, и все это не дешевая провокация, а красивый кинороман, от просмотра которого замирает сердце. В финале шоу публика аплодировала дизайнеру стоя. В первом ряду сам Том Форд, и его довольная улыбка сказала больше, чем 1000 рецензий. Даже самые суровые критики назвали коллекцию началом большой модной истории бренда, отмечая, что Акерман не разрушил ДНК именитого дома, он его перезаписал. На неделе моды в Париже бренд Givenchy представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026». Это была дебютная линейка образов от нового креативного директора Сары Бёртон. Стильная, характерная и одна из самых с нетерпением ожидаемых публикой, о чем говорит, казалось бы, незначительный факт. Дело в том, что в искаженной реальности современной фэшн-индустрии показ считается начавшимся вовремя, если старт шоу был дан на 30-40 минут позже заявленного. Однако уже за четверть часа до указанного гости Givenchy поспешили заполнить места для зрителей. Ведь ставки оказались слишком высоки как для самой Бёртон, так и для будущего именитого дома моды. Презентация состоялась в салонах исторической штаб-квартиры бренда, где все, включая лестницы, перекрасили в белый цвет. На этом фоне, словно отпечаток на новой чистой странице, отчетливо выделялись каждый наряд. Плюс ко всему, освещение сделали настолько ярким, чтобы любой из публики в зале смог максимально оценить мастерство ателье и без труда рассмотреть текстуру ткани и каждый шов на одежде. Согласно наметившейся в мире моды тенденции, здесь не стали устраивать масштабное грандиозное шоу. Приглашение на показ получили лишь 300 персон. Их разместили на кипах состаренных конвертов с бумагами, художественной имитацией того, что случайно нашли при ремонте отеля, где раньше находилось ателье Юбера де Givenchy. В подлинном экземпляре, неизвестно по какой причине замурованном словно тайный скелет в стенном шкафу, тогда обнаружили образцы тканей и эскизы времен первой кутюрной коллекции основателя бренда, представленной еще в 1952. Эту находку Сара Бёртон обозначила отправной точкой своей дебютной работе, черпая вдохновение из архива и делая ставку на драматические силуэты, архитектурный крой, тонкую игру текстур. А ведь модная публика, по сути, уже и забыла о том, каков на самом деле и что представляет истинный стиль Givenchy. Особенно, когда предшественники Сары, будто персонажи из басни Крылова «Лебедь, щука и рак», растащили и без того немногочисленные коды бренда по разным углам. В новой коллекции дизайнер вернула чистоту линий и силуэтов, за которые болел и которыми прославился отец-основатель.
что критики назвали единственно верным решением для дебютного показа. Модное шоу, как вы уже успели заметить, друзья, открыли несколько смелых боди-заявлений. Первое – черное, с сеткой, с логотипом марки и датой ее основания. Последующие – в светлых конфетных оттенках с высоким воротом халтер и крупными складками. Следом шла уверенная костюмная и группа верхней одежды, широкие плечи, узкая талия, плавно очерченные бедра, скульптурный силуэт каждого лука гармонично сочетал в себе мужественную форму и женственную утонченность. Несмотря на желание дизайнера возродить наследие бренда, прямых отсылок к творениям Юбера обнаружилось в коллекции куда меньше, чем все подозревали. Разве что финальный наряд из желтого фатина копировал кукольное платье де Живанши из 1958 года. В остальном кутюрье и его эпоха угадывались лишь, например, в повязанных крупные банты кожаных платках, в обитающих на подолах цветах и птицах, словно списанных со старых гравюр. А еще в острых бра, популярных в 50-е, или в объемных рукавах, отсылающих к культовой блузе из линейки 52-го. Удалось Бёртон сказать и пару слов от себя лично. Идеально скроенные жакеты, словно надетые задом наперед, напомнили те, что дизайнер сочиняла для Александра Маккуин более четверти века, упражняясь в портновском мастерстве. Анна Винтур, сидевшая в первом ряду, поставила им, а также принтованное пальто, как минимум хорошо. Впрочем, из прошлых наработок Сара захватила с собой в Париж и умение трогательно иронизировать. Бежевое платье мини было увешано будто найденными на барахолке пудреницами, пуховками и зеркальцами. На том же блошином рынке, пожалуй, обнаружились бы и цветные кристаллы, из которых Бёртон смастерила топ. Здесь почему-то вспомнился фильм «Служебный роман». Некоторые стеклянные детали все равно, что сняты с люстры Людмилы Прокофьевны. Как справедливо отметила дизайнер в интервью перед показом, на самом деле гораздо сложнее делать что-то простое и красивое. Вынув скелет из шкафа, Бёртон обошлась с ним вполне деликатно. Сара всего лишь устроила уборку, привела раздробленные архивы Живанши к общему знаменателю, представив цельный, продуманный, женственный гардероб с безупречным архитектурным кроем и хорошей посадкой, с минимальным количеством акцентных аксессуаров и приятным вкраплением в черно-бело-серую гамму теплого желтого. Я назову дебют удачным, а ваше мнение, мои дорогие зрители, хотелось бы услышать в комментариях к видео. Огромнейшее спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Финальный день марафона показов недели моды в Париже коллекцию «Осень-зима» 2025-2026 представил именитый французский дом Lanvin. После затяжной паузы бренд вновь покоряет подиум модной столицы. Презентация совместной линейки мужских и женских образов состоялась под руководством нового креативного директора Питера Коппинга. Кандидата на эту позицию искали более года. Очевидно, у них нет средств нанять звездного дизайнера. Так обсуждали всех возможных претендентов на должность острые на язык редакторы модных изданий и фэшн-критики. Однако к назначению Коппинга здесь отнеслись с большим уважением, пусть даже его имя не слишком известно широкой публике. Все же дизайнер, который в моде с начала 90-х успел поработать креативным директором Нино Ричи и Оскар де ла Рента. Он также сотрудничал с Марком Джейкобсом и Кристианом Лакруа. А в Lanvin пришел прямиком из Баленсиага, где сначала возглавлял кутюрное направление, а потом VIP-ателье. Задачу на новом месте перед Питером поставили ровно одну, зато какую – вернуть затухающему бренду былое величие. То есть поднять спрос и продажи Lanvin до времен Альбера Эльбаза, которому точно так же однажды поручили спасти от разорения дом, основанный Жаном Lanvin более века назад, еще в 1889 году. В преддверии модного шоу не было никаких громких интервью, никаких рекламных кампаний, подогревающих интерес к дебютной коллекции. Лишь пару-тройку абстрактных тизеров с винтажными открытками Парижа в соцсетях. Впрочем, индустрия знает немало примеров, когда лучшими оказываются как раз те, кто не распыляется на слова, а предпочитает сосредоточиться на одежде. Возможно, Питер из таких. Как объяснил модельер за кулисами, эта коллекция глубоко личная. Она – дань уважения миру моды Жанны Lanvin, ее непревзойденному французскому шику, ее ощущению стиля. И судя по нынешней презентации, дизайнер постарался угодить в том числе и личному вкусу основательницы бренда. Ведь даже геометрический рисунок покрытия, по которому вышагивали модели, был точно копией узора ковра из ванной комнаты Жанны. Особую роль в коллекции играет знаменитый синий цвет Lanvin, фирменный оттенок, ставший символом французского дома.
Сегодня на подиуме он звучит как связующая нить между прошлым и будущим марки. Да, Копинг основательно поработал с наследием бренда. Наиболее цельной и убедительной в этом плане оказалась финальная часть показа. Для пошива вечерних нарядов дизайнер использовал любимый Жанной бархат. При дальнейшем просмотре, друзья, рекомендую обратить внимание на скульптурного кроя черная макси с покрывающей плечи серебристой деталью, напоминающей испанскую шаль. Также модельером был сделан реверанс в сторону знакомого фирменного силуэта с заниженной талией и пышной юбкой, что роскошно выполнено в черном бархате. Но приз зрительских симпатий получил заключительный наряд из мятого золотистого ламе, где юбку словно собрали из лепестков цветочного бутона. Черты успешной эпохи бренда 20-30-х дизайнер отразил уже в первом образе, открывающем показ, предложив комплект из бушлата и струящейся юбки. Тему поддержали пальто из кожи и плотной шерсти, элегантный кит с бахромой. Из вязаных вещей отмечу джемпер в баклажановом тоне с объемными рукавами и серый трикотажный комплект, где свитер изящно пристегнут к юбке брошью-булавкой. Не забыл Копинг добавить в коллекцию знаменитые летящие платья. Ими дом Lanvin славился в нулевых и начале десятых. Но особый интерес публика проявила к нарядам, которые на первый взгляд могут показаться скромными и даже аскетичными, но совершенно преображаются, когда модель повернется к зрителю тыльной стороной, демонстрируя изящно открытую спину. Что касается мужского направления, для Питера это дебют, причем довольно успешный. Внешне привлекательный, универсальный, удобный гардероб на предстоящий холодный сезон. Пожалуй, так я вкратце скажу о пальто из английского клетчатого драпа, кардигане с ромбовидным узором или свитере с меховыми вставками, о кожаном бомбере и технологичных с виду тренчах. Несмотря на множество положительных отзывов, нынешняя осенне-зимняя коллекция получила и несколько критических замечаний. В индустрии моды посчитали, что ей не хватило того обаяния, ироничности, характерной для звездного прошлого Lanvin. Ведь иронию называют важной оптикой в наследии Жанны. А без нее вся эта буржуазная классика, выход на подиум моделей 50+, и явное желание привлечь аудиторию постарше, по мнению фэшн-критиков, пахнет не столько брызгами шампанского, сколько пыльным сундуком. А какие у вас, друзья, впечатления от представленных модных образов? С интересом жду обсуждения в комментариях. Я знаю, друзья, вы уже видели немало модных показов на предстоящий сезон. Возможно, даже шутите, куда мне все это, если дома еще кожаный плащ из 90-х хранится. Но сегодня я расскажу вам историю, которая заставит ваше сердечко биться чаще. У кого-то от удивления, у кого от восторга. Речь пойдет о новой коллекции Изабель Маран осень-зима 2025-2026. Сразу предупреждаю, пристегнитесь. Будет и черная кожа, и английские булавки, будет дерзкая мини и сетка. Нынче бренд взял и перевернул понятие «панк». Только если юным девицам подобное в новинку, то нам, прекрасной аудитории чуть постарше, от этого вдруг на душе то смешно, то щемяще трогательно. Несколько слов для начала скажу о модной локации. Представьте, вы и вечерний Париж. Дворец Пале-Рояль – самое сердце французской столицы. Приглушенный свет, воздух разрезают направленные на подиум лучи, и кажется, что видавшее виды старинное здание вот-вот готово захлопать ресницами от удивления. Ведь в центре внимания посетителей не величественные колонны и статуи, а девушки в куртках-косухах, ажурных колготках и серебристых жилетах. Они словно гости из прошлого, из 80-х. Они здесь всего на 15 минут ради славы любимого бренда. А кто во главе? Сама Изабель Маран? Вот и нет. Линейку стильных образов на суд зрителей представляет ее верная помощница, а теперь еще и полноправный креативный руководитель Ким Беккер. Да, пока основательница марки коротала время на аюрведическом курорте в Шри-Ланке, так сказать, обновляла чакры, новая директриса решила: хватит нежностей, давайте дадим Парижу хорошую порцию бунта. Поэтому, даже выйдя вместе на финальный поклон, Изабель осталась в стороне, любезно пропуская вперед Ким. «Вы в надежных руках», – объявила команде бренда Маран. Все правильно, великая женщина знает, когда нужно уйти на паузу. Так что модным парадом сегодня рулит Беккер. Одной из главных тем новой коллекции она озвучила панк-чувственность. Что-то вроде общего пикника, куда пригласили панк из 80-х, гранж из 90-х и не забыли позвать New Romantics. И это все для нас.
Для тех, кто помнит звуки кассетного плеера, стойкий запах лака для волос, строгий голос мамы «Сними-ка ты эту юбку немедленно». Со слов модельера, она хотела показать нам современную сильную женщину. Нет, не хищницу, не стальную леди, а ту, которая говорит «Я делаю, что хочу, и мне все равно». Для которой стиль – это вызов, гремучая смесь, хорошо продуманный бунт с французским акцентом. Это модные силуэты, где плечи мощные, как кредит на любимую дачу, где талия тонкая, как наше терпение на семейном застолье, а длина мини – почти микро, где-то на грани прединфарктного состояния. Комбинации разных фактур здесь порой доведены до абсурда. По данному поводу Беккер смеется. Мы хотели буквально столкнуть ткани лбами. По итогу получилось так, что они еще и ногами затоптали осеннюю скуку. И вот кажется, все будто в хаосе, но в хаосе с идеальной архитектурой. Впечатление от просмотра модного гардероба я попробую уложить в короткую фразу, всего из 3 слов, где запятую, друзья, поставите сами. Плакать нельзя, восхищаться. Дизайнер, например, запросто миксует блузку а-ля винтаж, кожаную то ли мини-юбку, то ли набедренную повязку ремень с металлическими люверсами. Сюда же ботильоны с заклепками и ажурные колготки в цветочек, неплохо, кстати, маскирующий целлюлит. Ким Беккер объединяет полосатый жакет с клетчатым низом и сеткой. Поверх рубашки оверсайз надевает плотно сидящий по фигуре жилет. А казалось бы, строгий брючный комплект дополняет обувью базарной горошек. Слышу, кто-то из зрителей тихо ахнул. А разве так можно? Можно, мои дорогие. На показе Изабель Маран можно все и даже больше. Причем относится это не только к одежде, но и к аксессуарам. Их было столько, что казалось, у модели даже мысли шуршали. Ремни, самые разные сумки, цепочки, носки и колготки, блестящие клепки, булавки, массивные серьги, браслеты в несколько ярусов и прочий готический инвентарь. На одной модели, если внимательно рассмотреть, у вас получится насчитать больше деталей, чем в старом советском радиоприемнике. А как вы хотели? У панка тихо не бывает. Иначе это уже не панк. Что у нас, вернее, в новой коллекции по цветовой палитре? Следуя заданной теме, в любимчиках, конечно же, черный. Я бы сказала 50 оттенков черного и еще парочка для контраста. Доминирует темный угольный, словно наш любимый утренний эспрессо без сахара. Есть красный с вишневым подтоном. В клетчатом принте тартан уж очень напомнил шерстяной плед из багажника «Жигулей». Порой мелькнет серебристый металлик, как вспышка молнии в грозовой туче. Кремовый белый – скорее легкий намек на сентиментальность. Действительно, почему бы не добавить черный кофе, теплое молоко? Теперь несколько слов об эмоциях. Ведь показ называют провальным, если зрители смотрят модное шоу равнодушно. Но только не в случае с брендом Изабель Маран. Здесь чувства штормят, как неспокойное осеннее море. Коллекция получилась бунтарская, но не грубая, смелая, но интеллигентная. Как бокал шампанского утром. Вроде неправильно, а приятно. Да, кто-то из вас, возможно, вздохнет. Для меня это много. А кто-то произнесет «наконец-то». Я скажу так. Все это можно носить, чтобы почувствовать себя юной, живой, даже если вам не 25, а уже за 50. Тем более, если вам за 50. Эти модные вещи не для того, чтобы спрятаться. Это одежда, чтобы заявить «я здесь, и у меня есть вкус, жизненный опыт и крепкие нервы». Ведь от числа прожитых лет ваша дерзость только ценнее. Да, я бы не пошла в подобном наряде на рынок за картошкой. Но если бы меня позвали на рок-концерт или даже просто посидеть с друзьями в кафе, я бы достала кожанку с клепками, добавила серьги с цепочками, ботильоны на каблуке или туфли-лодочки и пошла. И пусть другие говорят, это слишком. Но знаете что? Мода должна будоражить, ведь она не для милых девушек с бантиками. Она для женщин, которые знают, чего хотят. Если друзья сегодня словили кайф от панка на пенсии, жмите лайк и делитесь в комментариях, какое ваше личное воспоминание из 80-х, 90-х, 2000-х заслуживает возвращения на подиум. Подписывайтесь на канал, дальше у нас с вами будет еще больше моды, ностальгии, дерзости и чуть-чуть самоиронии. Давайте каждое утро встречать с улыбкой и в позитивном, солнечном настроении.